Писательница Элизабет Гилберт, автор мирового бестселлера «Есть, молиться, любить», поделилась некоторыми своими принципами. Она много раз убеждалась на собственном опыте, что именно такое отношение к жизни делает ее счастливой. Итак, 10 правил счастливой жизни Элизабет Гилберт. Не обязательно быть бесстрашным, будьте просто любопытным. Я не рекомендую вам быть бесстрашными. Я встречала таких людей. Они были либо психопатами, либо 3-летними детьми. Я думаю, мы очень любопытны по своей природе. Любопытство – удивительная вещь. Прилагая крошечные усилия, мы можем достичь небывалых результатов. Если, просыпаясь каждое утро, вы будете задавать себе вопрос, что же еще мне интересно узнать, и день за днем приближаться к своей цели хотя бы на миллиметр, ваша жизнь станет гораздо лучше. Подружитесь со своими страхами. Я многого в жизни боюсь, но мне пришлось научиться благодарить свой страх. Я понимаю, ты защищаешь меня, ты мой телохранитель, говорю я ему. Мы не ценим то, что именно страх сохраняет нам жизнь так долго. Мы все еще живы, потому что в определенный момент наш страх говорит нам: не садись в машину к этому парню, не ходи по темным улицам, не лезь в воду, ты не слишком хороший пловец. Мы в долгу у наших страхов за спасенную жизнь. Начните говорить своему страху, как вы цените его. Со своими страхами нужно дружить. Перестаньте искать определенность. В мире есть парадоксы и неопределенности. И пока мы продолжаем искать правила, которые держат нас подальше от них, мы не будем чувствовать себя уверенно. Смиритесь с тем, что нет ничего идеального, что многие правила, созданные нами же, нас ограничивают. Я не призываю вас жить без правил. Я лишь желаю вам сократить те правила, которые выстраивают перед вами рамки и ограничивают вас на пути к вашим целям. Будьте терпеливы к самому себе. Вам не нужно делать огромный прыжок и тратить много сил, чтобы стать счастливыми. Все ждут какого-то знака или чуда. В этом, конечно, есть что-то драматическое и захватывающее, но такое случается нечасто. Мы все ищем легкий путь. Но я не написала свою книгу за один день. Прежде чем это сделать, я многое пережила, было много слез и разочарований. Чтобы достичь белой полосы, вам придется исправить те вещи, которые должны быть исправлены. А для этого нужно запастись терпением к самому себе, умением прощать себя и других. Ведь изменение – трудное дело. Не ждите гарантий. Многие из нас не решаются что-либо начать лишь потому, что не уверены в конечном результате. Но ведь в этом и есть смысл. Если бы мы знали, как закончится путешествие, то никогда бы не начали его. А что, если я отправлюсь в путешествие, но ничего не найду в конце? Спросите вы. Уверяю, такого не бывает. В конце каждого путешествия, даже если вы не получите того, чего хотели, вы узнаете больше о самом себе. И да, невозможно избавиться от разочарования. Вам просто нужно понять, что это часть пути. Отказаться и сдаться – не одно и то же. Отказаться от чего-то значит признать: то, чем вы занимаетесь, неинтересно, или трудно, или скучно. Сдаться значит признать: мои силы на исходе, я больше не могу ничего сделать и ничего не могу дать. Мне часто было стыдно за те поступки, которые происходили со мной в результате моего отказа от чего-либо. И наоборот, все лучшее в моей жизни случалось в тот момент, когда я сдавалась. В эти минуты я понимала, что я не самый сильный человек во Вселенной и просто плыла по течению. Будьте творцами своей жизни, а не наблюдателями. В книге «Большое волшебство. Творчество без страха» я советовала читателям найти отдушину в каком-нибудь виде творчества. Журналисты потом спрашивали меня, не боюсь ли я, что после этой книги мир наполнят плохие картины. Такого высокомерия я не ожидала. Искусство не должно быть только элитным. В любой сфере можно проявить талант. Даже если вы не умеете рисовать, не бойтесь создавать. Это гораздо лучше, чем просто наблюдать в стороне, как проходит жизнь. Найдите то, что вас вдохновляет, что вам интересно. Не бойтесь критики, творите, рискуйте, и тогда жизнь начнет приносить
больше радости. Найдите свое племя. Возможно, многие из нас нуждаются в наставнике. Но что, если группа сверстников с похожими интересами и проблемами гораздо лучше наставника? В такой группе вы мотивируете друг друга в стремлении стать лучше. Если вашего племени еще нет, возможно, вам стоит его создать и стать лидером своего клана. Если того, что вам нужно, не существует, сделайте это сами. Продолжайте жить. Обидно, когда что-то не получается. Но самое ужасное, когда опускаются руки, и мы говорим: «Я больше никогда никому не расскажу о своих мечтах. Я больше никогда не буду любить. Я больше никогда не сделаю этого». И что же тогда нам остается делать до конца жизни? Ждать смерти и оплачивать счета, пока этот день не наступит? Если в нашей жизни могут быть счастливые моменты, мы не должны сдаваться. Надо продолжать жить. Нет ничего более значимого в жизни, чем просто быть любопытным и заинтересованным человеком. Задавайте правильные вопросы. Многие люди, прочитав мою книгу, думают, что путешествие изменит их жизнь. Мне задают вопросы: как называется та пиццерия в Неаполе? Но ведь в книге речь не о пицце, а о вопросах, которые мы сами себе задаем. Спросите: что я хочу сделать в своей жизни? Что бы я хотела больше всего или меньше? Что делает меня счастливой? Кто помогает мне понять, что мир полон возможностей? Задавайте правильные вопросы. Станьте учеными, основываясь на собственном опыте. Друзья, на этом видеоролик подходит к концу. Я буду вам безумно благодарна, если вы поставите этому видео лайк и подпишитесь на наш канал. Это самая лучшая поддержка для развития. И по старинке, впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!